и склеить. Надо согнуть. Если мы ее в стоящем сейчас заклеим, потом она будет идти на разрыв, просто разорвет. Поэтому сразу надо эту часть загнуть. И так проклеиваем всю коробочку. Видно, здесь я уже проклеил, здесь еще нет. Всю коробочку проклеим, и она будет цельная, зафольгированная, герметичная, можно сказать. Итак, продолжим. Как вы уже поняли по обложке и первым кадрам этого видео, наша задача сегодня – создать переносной холодильник, сумку-термос или, наверное, правильнее будет сказать, термобокс. В общем, называйте как хотите, суть вы поняли. Денечки нынче жаркие стоят, и решили мы завтра с друзьями рвануть на природу. Разумеется, возникла срочная потребность в холодильнике, чтобы продукты сохранить и в жару пивка испить. Холодненького. Розетки 220 вольт на деревьях пока еще не растут. Холодок придется генерировать самим, своими руками. Но как? В магазине видел сумки-холодильники, но они матерчатые, с тончайшим слоем фольги. Нам такое не подходит. Эта тряпочка ни тепло, ни холод долго не удержит. Нам надо что-то помощнее. А мощные обычно мутят из толстого пеноплекса, который, конечно же, хорош, но на районе у нас его не сыщешь, потому что не продается. Приходится довольствоваться тем, что под рукой, и то, что с мусорки домой. Из чего же лепить холодильную сумку? Как сделать термохранилище? Думал разные варианты, пока на глаза не попалась простая картонная коробка. А почему бы и нет, подумал я. Коробка изначально имеет форму, осталось только проклеить и утеплить. Проклеив коробку изнутри и снаружи фольгой, получаем хорошо термосберегающую емкость, уже вполне способную справиться со своей задачей. А если добавить пеноутеплитель, разумеется, эффект будет в разы мощней. Пенопанельки мои, конечно, жидковаты для того, чтобы их брать за основу, но, как стенки термоса, они прекрасно сработают. Фольга хорошо защищает от воздействия тепла и холода извне. Она слабо теплопроводная, а значит, надежно предохраняет от контакта с внешним миром. Отсюда вывод. Чем больше фольги, тем лучше. Часто вижу лайфхаки диванных выживальщиков, которые предлагают закипятить воду, сделав посуду из фольги. Ага, конечно. Сколько дров понадобится, они не уточняют. Устанете ждать 10 раз, состаритесь и ласты склеите, пока она закипит в фольге. Засохнете, так и не напившись. Намек поняли? Вот потому фольгу не жалеем, тщательно укутываем нашу коробочку и закрепляем скотчем. Скотч всему голова. Без скотча нынче никуда. Это король решения всех задач. От починки старого до создания нового. В нашем случае скотч укрепит всю конструкцию и выполнит функцию защиты фольги от ранений, порывов, порезов и так далее. Самое сложное в создании термобокса, как мне показалось, это фольгировать внутренний слой картонной коробки. Это тот еще квест, скажу я вам. Пришлось изрядно попотеть, но сделать это надо, обязательно. В дальнейшем процессе использования внутри бокса будет влажно. Пар, конденсат, талая вода – это будет мокрая зона. Поэтому никаких щелей. Фольгу и скотч клеим внахлёст. Нельзя допустить, чтобы влага добралась до картона и намочила коробку. Сейчас еще сделаю сверху крышку. Оставайся на плаву всегда. Перед тем, как делать крышку, надо скрепить стенки бокса и все заскотчить. Наша выгода в том, что используем только скотч. Никаких уголков, саморезов и дорогого клея. Только бросовый материал, копейки, а получаем полезную, нужную вещицу. Из ничего, можно сказать. Кошелек остался цел, бюджет не пострадал, а приобретение ценное. Согласны? Здесь вот на сантиметре, грубо говоря, будет крышка заходить.
Сейчас дно прикрепить, и будет вообще красотища. Благодаря встроенной картонной коробке сильного давления на дно не будет, а скотч усилит конструкцию, сделает ее цельной и крепкой. Лопухи эти я оставляю, решил оставить. Во-первых, будет дополнительная теплозащита, энергосбережение будет хорошее. Во-вторых, ребро жесткости дополнительного. Будет стенки держать лучше. Ну, оно сейчас проскочится, вообще будет крепкое. Настало время приступить к изготовлению крышки для нашего термобокса. Это самая ответственная часть нашей самоделки. Крышку решил делать из цельного листа. Надо срезать края и подогнать под несущую часть стенок утеплителя. А внутренняя часть крышки, по задумке, будет утапливаться во внутренний периметр бортов и ложиться на крышки картонной коробки. Сумка-холодильник или термобокс готов. Успел. Утром выезжаем, уже не терпится на природу испытать этот волшебный ящик. Сделаю тест и все вам покажу. Не переключайтесь. Конечно, не обошлось без косяков, и дело здесь даже не в спешке, не в том, что первый раз. Скорее в этом белом пенопласте. Он рыхлый, крошится, воздушные его белые шарики выпадают, и сложно сохранить нужную форму и размер. Но в принципе здесь внутренний слой, он плотно прилегает, держит, поэтому, думаю, будет все герметично и выдержит нужную температуру, все будет как надо. Вот с таким цветным полистиролом куда проще и приятнее работать. А пенопласт даже убирать сложно, он электролизуется, прилипает к рукам, к столу. Ну да ладно, главное дело сделано, и мы готовы к походу. Я предусмотрел стяжки, наверное, сделаю 2 здесь и здесь, оно все притянется, и я думаю, сработает. Сейчас будет легкая заставка, поставьте в это время лайк, подпишитесь на канал, если еще не сделали этого. И продолжим. Впереди вас ждет тест и вся правда о термобоксе. Узнаем, насколько он хорош. Оставайся на плаву всегда. Но что-то пошло не так. Наши планы уничтожил резко налетевший ураган с грозой и затяжными ливнями. Заметно похолодало, и без всяких реверансов на нас обрушилась самая настоящая осень. Понятное дело, мы никуда не поехали. Протестировать термобокс не удалось. В какой-то момент я даже решил, что этого видео не будет, потому что без теста оно бесполезно. Не знаю, кто там и как с какими богами договаривался, но недели через 3 к нам снова вернулось лето. Я вспомнил про наш термоящик. И пусть возможности поехать на природу сейчас уже нет, но упустить случай и не протестить сумку-холодильник нельзя. У нас октябрь, плюс 28, и неделя ожидается жаркая. Надеюсь, эксперимент будет удачным. Интересно же проверить, насколько термобокс хорош в действии. Итак, проведем долгожданный эксперимент. Я заморозил 4 бутылки с водой. Они будут выполнять роль источника холода. Загрузил в этот ящик 4-литровые бутылки со льдом. Для полноты и чистоты эксперимента добавил к ним баночки, чтобы они оттягивали холод на себя. То есть все как в реальных условиях. Все, закладка сделана. Теперь каждые 24 часа я буду открывать коробку и смотреть, насколько изменилось состояние бутылок, насколько лед растаял. Не забудьте написать мне комментарий. Холодильный бокс специально выставил на солнце. Если ночи будут прохладные, буду заносить его в дом. Прошло 24 часа. Сегодня, как обычно, вопреки всем прогнозам, температура упала на 6 градусов. Облачно, хотя обещали жару и солнце. Но эксперимент начат, эксперимент надо продолжать. Так. О! Чувствуется холод.
Я думал, сейчас отсюда дымок пойдет, дымка нет, но холод конкретно есть. Ага. Холодное. Все холодное. Это радует. Что у нас с водичкой? Водичка растаяла. Ого. Я ожидал, что будет дольше. Внутри холодно, но да, не так много. Видать, вчера все-таки солнышко сделало свое дело. Да, все такие. Не знаю, насколько видно лед. Там еще плавает, но большая половина растаяла. Баночки холодные, причем хорошо холодные. Ну ладно. Продолжим эксперимент. Банки холодные, меня это радует. Хотя бутылки неожиданно довольно быстро растаяли. В принципе, хорошо. То есть сутки у нас продукты сохранности. Я, наверное, все-таки баночку выпью. Мы все-таки в эксперимент. Все, упаковываю. Эксперимент продолжается. Через 24 часа мы снова откроем эту коробку. Насколько там будет холодно, посмотрим. Погнали. Снова на балкон. Все. Итак, пошел третий день, прошло еще 24 часа. Как обычно, прогноз погоды обещал жару и солнце, но сегодня снова облачно. Сейчас 22 градуса. И мы смотрим, что у нас получилось. Ну что, баночки с испаринкой. А бутылочки растаяли все. Бутылки еще холодные, банки холодные, они оттянули на себя весь лед. И бутылки теплее, чем банки. Есть вода. Это испарина вся. Не так, чтобы много, но она есть. Не вижу смысла дальше продолжать эксперимент. В принципе, все понятно. 3 дня коробка простояла на улице. 3 дня напитки холодные. В коробке ощущается заметная прохлада. Хоть лед и растаял, но, в общем-то, коробочка со своей функцией справилась. Я так считаю. Об успешности эксперимента, конечно, судить вам, но я, в принципе, доволен. 3 дня продукты остались холодные. То есть сохранить продукты мы сможем. Наш термобокс справился со своей задачей. Не судите строго, это мой первый эксперимент, а о своих наработках вы можете написать мне в комментарии. Жду обратной связи, я все читаю. И, конечно же, оставайтесь на плаву. А кто досмотрел до этого момента, наверняка ждет расклад по финансам. Легко. Рассказываю. Стоимость рулона фольги у нас в перерасчете на доллары примерно 70 центов. Так как я использовал один рулон, потом начал второй, то, округлив, можно сказать, что расход фольги обошелся в $1. И $1 стоимость скотча. Итого финансовый расход на наш термобокс составляет $2. $2. Где, скажите, в каком магазине вы купите за $2 термобокс? Да нигде. А сделать может каждый. Потому что проще простого и не нужны дорогие инструменты и материалы. К тому же польза и себе, так как никаких расходов, остаемся при своих, без попадоса на бабосы, и польза окружающей среде, так как нашли применение тому, что обычно выбрасывают на свалку. Также хотелось бы добавить, что термобокс штука многофункциональная. Хочешь, используй как холодильник, а можно и как термос. Просто прячешь в бокс приготовленную еду, и не надо ее по 1000 раз разогревать, как это обычно бывает, когда, к примеру, ждешь гостей. В общем, полезную вещь наскотчили. Позже придумаю термобоксу ручки, а возможно, что, скорее всего, суши чехол для удобства переноски, и так будет крепче и надежнее. С чехлом усилится конструкция и функциональность. Вот так за $2 и немного усилий можно стать властелином серебряного ларца или, скорее, серебряного сундука, хранящего тепло или холод, по моему велению, моему хотению. Делитесь этой идеей со своими друзьями, а я буду очень признателен, если напишите мне пару слов об увиденном и, конечно же, поставите палец вверх для поднятия настроения. Ах да, если до сих пор не подписан на мой канал, сделай это прямо сейчас. И спасибо тебе за просмотр. Увидимся на плаву. Оставайся на плаву всегда, что бы ни случилось в пути. Ветер, шторм или тишина, ты продолжай, не упади.